Всем привет, я Макс Асабин. Меня задолбал творческий кризис, стабильно прессующий меня в последние годы, и я решил дать ему мощный отпор. 30-дневным челленджем, в котором я задумал ежедневно делать новые арты и публиковать их день в день, без выходных. Давайте посмотрим, что у меня получилось, а я все расскажу в процессе. Честно, я очень сомневался, смогу ли даже начать такое испытание. Я любитель излишне кропотливо и долго работать над неважными деталями, так это еще и усугубляется тем, что в принципе я нерасторопный, упускаю многие полезные шорткаты и порой слишком долго не могу выбрать исходники. В общем-то, от некоторых из этих привычек я и решил отучиться благодаря этому челленджу. 1 мая я проснулся и, почти не тратя лишнего времени, сел делать первую работу. Я открыл генератор случайных существительных и просто начал кликать в поисках слов, которые наведут меня на идею. Через пару кликов выпало слово «ферма». Чтобы максимально следовать целям челленджа, я постарался не копать до 99-й страницы, а найти что-то быстро. Так я и нашел этот трактор, а потом и фоновый домик. При примерке исходников по перспективе в голове промелькнули ассоциации с кругами на полях, крушениями НЛО и так далее. Чтобы додумать идею, я набросал поверх черновика разные фигуры, и вариант с воткнувшимся кольцом уже сформировал окончательную идею. Я включил запись и начал чистовую работу. Кстати говоря, работа у меня всегда идет именно по такой схеме. Все записи, которые я вам буду показывать, это чистовая работа, которая начинается, когда я уже имею в голове готовую идею. Перед записью всегда идет подготовительная работа, где я ищу исходники и примеряю их в черновом варианте. Так как подготовку я не записываю, я никогда не могу сказать точно, как много она занимает. Ладно, вернемся к работе. Как видите, кольцо я решил сделать в 3D, а добавить футуристичности можно через Geometry ноды. Запись работы в 3D, кстати, я очень часто прерывал, чтобы залезть на YouTube и найти информацию по каким-то нодам. И я бы, наверное, справился с этой работой быстрее, если бы разбирался в некоторых векторно-математических нодах, а так я очень долго пытался распределять текстуру и разброс кубиков в нужных направлениях. В конце концов, я решил довольствоваться тем, чего добился, разбросал светящихся точек, текстурировал, и это уже выглядело приемлемо. Потом я удачно разобрался с тем, как добавить такое угловато-кольцеобразное свечение, добавил еще несколько тонких колец по периметру для детальности, и моя удовлетворенность превысила все ожидания. Несите это кольцо в Photoshop. Тут основа уже почти готова, осталось только добавить небо, в котором я совместил куски пасмурных туч и закат. Может быть, помните, как выглядела финальная битва в Мстителях Endgame? То, как сочно выглядит небо там, это один из моих любимых примеров. В подгонке цветов и воздушной перспективе трудностей почти не было. Разве что желтый цвет, в который я подкрасил трактор, очень сложно вогнать в тень, не потеряв выразительности цвета. Ну и, кстати, из-за моего решения подбирать исходники менее требовательнее, чем обычно, качество трактора оставляет желать лучшего. Рисовка деталей света это чуть исправила. В области с вырезанным куском леса, куда воткнулась ближайшая часть кольца, я добавил дымку и пыль, и все почти готово. Не помню точно, но добавить зеленые огоньки вроде бы я решил на ходу в самом конце, чтобы добавить акцента на передний план. Ну, скучно мне без прорисовки света, что поделать. В общем, за 3 часа у меня получилась такая работа, и в первый день челленджа я был очень доволен собой. Работа прошла с такой легкостью, с какой я хотел бы работать всегда. А вот я, кстати, чуть позже сделал анимированную версию для инсты. Словом, следующего дня я выбрал аббатство. И довольно быстро нашел интересные фото с аббатством Сен-Мартен-дю-Канигу. Оно выглядит интересно благодаря своему расположению в горах. Но я решил буквально врастить его в скалы. К тому же искать исходники со скалами довольно просто, как и совмещать их друг с другом. Но чтобы это не превратилось совсем в горную кашу, я нарисовал формы скал на разных планах сплошными цветами. И так определился с композицией. Для большей интересности рельефа я добавил разные руины и кусок с тропинкой вдалеке. Когда все кусочки собраны, можно подгонять их в один нейтральный цвет. В небе снова облачно, но на этот раз рассвет вместо заката. И все для того, чтобы порисовать мягкого, приятного розового света на аббатстве и скалах. Для начала я нарисовал его достаточно грубо и решил, что прорабатывать его неудобно, пока в картинке нет глубины и дальний план слишком пестрит деталями. Используя маски каждого отдельного объекта, я нарисовал маску глубины, закрасив объекты разного плана в градациях от черного к белому. И использую это как маску для кривых, которыми создаю туманчик. После этого над цветом можно поработать и аккуратнее. Параллельно я работал и над совмещением света и тумана, подкрашивая туман вдали, а также добавив очень густую дымку снизу. Прощай, тропинка. Под конец я добавил птиц, дымку, облачка на переднем плане и закончил запись, решив, что пора выкладываться.
Но потом я начал сомневаться, что в работе мне не хватает какого-то акцента. И чтобы сделать главный объект чуть интереснее и заметнее, добавил туда огоньки факелов со светом от них же. Работа заняла примерно 2 часа 40 минут, а спустя месяц после публикации я решил еще и немного доработать арт, и получилось чуть почище. И тут тоже есть анимированная версия. Следующий день подкинул мне слово «кроссовки». Не сказать, чтобы это рождало какую-то идею, но я попробовал вбить его в поиск. И хоть не напрямую, но какие-то смутные идеи начали приходить в голову. Основной исходник по этому запросу я не нашел, но зато начал понимать, в какую сторону искать. И среди девушек в уличной одежде я нашел подходящий исходник. Дальше я закопался в поиске своих любимых авто из 80-х, фона и кучи столбов с проводами. В планах у меня были легкие киберпанк-вайбы. Дома на заднем плане уже достаточно удачно сняты в тумане, хоть и вырезать их было посложнее, и дальние столбики пришлось перерисовывать. Но зато это помогло мне лучше чувствовать, как красиво вписать в туман другие объекты. Изначально я планировал, что с фоном справлюсь быстрее и основные силы брошу на передний план. На машине я, например, хотел добавить больше каких-то киберпанк-деталей и так далее. Но работа над столбами и проводами сильно замедлила меня. Пришлось напрячь свои обтравочные мышцы и применить все шаолиньские приемы вырезания объектов. В ход шло все: микширование каналов, ручная прорисовка масок, перерисовка мелких деталей и натягивание новых проводов через векторные кривые. Вообще, чаще всего, чем больше я запариваюсь с такими деталями, тем меньше мне нравится результат. Но в этот раз все-таки обошлось, и фоном я остался полностью доволен. И фон — это в принципе то, ради чего мне хотелось в будущем вернуться к этому арту и доработать его немножко. Потому что передний план меня удовлетворил не так сильно. На исходнике справа идет хоть и мягкий, но достаточно сильный свет. Конечно, я мог просто увести его в тень, и, наверное, это легче дало бы целостную картинку. Но я решил попробовать более сложный путь и подогнать условия под этот цвет. Так что я представил один из фонарей где-то справа за кадром и начал рисовать свет на дороге и машине. И в принципе он даже выглядел неплохо. Затем я вытянул имеющийся на девушке свет в маску, чтобы поработать над его цветом отдельно. Но уже тут я начал понимать, что мне не нравится результат. Я сделал его более жестким, прорисовав более резкие края для соответствия, но результат мне все еще не нравился. Тогда я решил, что проблема в невыразительном теплом цвете, и перегнал его в фиолетовый, решив оставить пока что так. Нужно было все-таки успеть добавить другие задуманные детали. Поменять цвет футболки, добавить всякие киберпанк-приблуды, раскраску на лицо, светяшки, рюкзак и все такое. Удачная работа над этими деталями меня более-менее успокоила. А поджимающее время заставило все-таки принять результат работы над цветом как есть. Я стал завершать работу. Я раскидал вокруг чуть больше дымки, поработал над деталями отражений и бликов и закончил работу. Спустя долгое время после окончания челленджа я все-таки вернулся к этой работе и сильно переработал фиолетовое освещение, как по его прорисовке, так и по направлению. А также переделал некоторые другие детали так, чтобы работа нравилась мне больше. Ну а мы двигаемся к работе 4-го дня, которая далась гораздо легче, и на чистовую работу ушло всего 2 часа. Хотя здесь во время подготовки к работе я еще немного поковырялся со своим проектом процедурных 3D-облаков. Я уже немного рассказывал об этих экспериментах с Geometry нодами в своих других соцсетях, например, в Телеграме, кстати. Почему за последние месяцы я ни разу не звал вас в свой Телеграм-канал? Да, я же почти не выпускал видео. Ну, в общем, обязательно подписывайтесь, это теперь моя самая активная русскоязычная страничка. В этот раз я обошелся без генератора слов для придумывания идеи. Я просто захотел сделать какую-то пейзажную работу и для основы вбил в поиск горы. А идея добавить туда череп родилась абсолютно случайно благодаря разделу Related под одной из выбранных фоток гор. В общем, в плане поиска стоков тут все вышло легко. Да, я, конечно, выбирал исходники с заметным солнцем, что всегда накидывало определенную ответственность, чтобы направление света более-менее совпадало. Но зато если уж ты выбрал исходники с соответствующим направлением света, то обычно результат склеивается гораздо лучше. В общем, перебор облачков в моем 3D-проекте, рендер и рисовка поверх так и остались самой сложной частью этой работы. После основного подгона главных и самых больших объектов я начал прорабатывать более плавные переходы между ними. И детали, лучше подчеркивающие атмосферу сцены, вроде дымки и гор вдалеке. Яркая трава на переднем плане забирает немного лишнего внимания, так что, выделив через цветовой диапазон и грамотно поработав кривыми, я ослабил этот цвет, оставив только ближе к персонажу, чтобы наш глаз стремился туда.
Работа со светотенью черепа была достаточно путанная. Там получилось слишком много слоев кривых и разной дорисовки. Но в принципе самое важное, что было в работе, это настраивание параметра Blend If, чтобы отдельно уводить тени в холодные, а свет в теплые тона, ну и избавление теней от лишней детализации просто рисовкой поверх в обычном режиме. Общий вид почти готов, из очевидного разве что не хватает заметности самого персонажа. Поэтому позади него я аккуратно добавляю дымку, с достаточно заметным переходом от теневой к залитой солнцем части. Такой переход еще и хорошо подчеркивает направление солнца, на которое я работаю, и дает примерное представление о том, что у нас за пределами кадра, где горы выше и создают тень, и где они ниже и пропускают солнце и так далее. Ну и, конечно, персонаж. Этот исходник я взял скорее как референс, потому что в итоге поверх нарисовал полностью своего персонажа, более соответствующего сеттингу. Далее еще немного разных доработок, более мягкие не отвлекающие облака, более теплые детали на свету, более холодные тени, общий цветокор и готово. Пятый день вышел необычным. Череп на предыдущей работе почему-то напомнил комментаторам в инсте о сериале «Лунный рыцарь» и конкретно о Хонсу. Странная ассоциация, учитывая, что в моей работе был очевидно не птичий череп. Впрочем, все объясняется тем, что финальная серия сезона вышла буквально за день до этой работы. В общем, почему бы не сделать фанарт? Тем более, что еще с первых анонсов сериальный костюм меня вообще не впечатлил. Главное, что мне не нравилось, это странный капюшон. В сериале он делает персонажа каким-то игрушечно-плюшевым. В комиксе он максимально мрачный, соответствующий духу персонажа. А капюшоны — это моя любовь с самого детства, и я к ним очень требователен. Я решил повторить позу с одной из обложек комиксов, но совместив ее с элементами из сериала. Для основы я взял готовую болванку с мужской фигурой, дублировал кусок головы, а затем попытался обернуть ее вокруг исходной головы при помощи симуляции ткани. Симуляция либо выдавала совсем глючные результаты, либо ткань не обтягивала, а просто свисала вниз. На время бесконечно долгого перебора настроек я выключил запись и вернул ее только тогда, когда хотя бы более-менее понял, в какую сторону работать. Получившийся результат я еще немного поправил скульптом и занялся капюшоном. Сначала я очень просто замоделил примерную основу, а потом подтягивал ее скульптингом. Кисти с симуляцией ткани — это прям супер кайф. Та же схема работы была с плащом и передней накидкой. Затем я совсем в легкую затекстурил все это и отрендерил. В целом работа в 3D заняла около 2,5 часов, и я перешел в Photoshop, на который потратил примерно еще 1,5 часа. Какой-то сильный реализм я тут не пытался, поэтому всю детализацию костюма просто рисовал от руки. Бинты и луну на груди я повторил как в сериале, это достаточно хорошая находка, но общий вид в целом постарался сделать более мрачный, грязный и рваный. Добавлять какой-то фон я вообще сначала не хотел, но в конце решил накинуть что-то простое за 10 минут и размыть, чтобы не отвлекало от дизайна персонажа, который по сути был главной целью моей работы. Хотя в итоге почти сразу после публикации я понял, что дизайн головы меня все равно не удовлетворяет полностью. Да, я требователен еще и к себе. Спустя время мне кажется, что дело в светящихся глазах. Хотя они и расположены в соответствии с исходной моделькой человека, но в сочетании с капюшоном тенью как-то выглядит неуместно. Это такая комиксовая фишка, которая редко хорошо смотрится на чем-то более-менее реалистичном. Для этого видео я чуть поправил этот момент, и такой вариант мне нравится побольше. А на следующий день, На следующий день было 6 мая, а это мой день рождения. Так что я позволил себе просто сфоткаться и в легкую обработать собственную фотку. Да, наверное, это читерство, но хотелось побольше времени уделить себе, к тому же вечером я еще и провел стрим, где ответил на огромное количество вопросов. Запись, кстати, доступна на канале, если хотите, можете посмотреть. А обработку своей фотки я даже записывать не стал, да и результат мне в итоге не очень зашел, так что забейте им. Го дальше. В последний день недели я вернулся к рандомным словам, и на этот раз мне попалось слово Брен. Как бы оно ни переводилось, но Unsplash подкинул мне замок с названием Брен, находящийся в Румынии. Ни много ни мало, это замок Дракулы. Правда, во время поиска я не был в курсе и выбрал его просто потому, что он понравился мне визуально. Получается, у нас с Дракулой похожие вкусы. Изначально я хотел поместить его внутрь какой-то огромной пещеры, но затем решил, что на фоне все-таки хочется видеть красивое небо, и расширил все это до города, добавив дома сзади. А за фэнтезийность пусть отвечают гигантские каменные столпы. Их я просто нарисовал от руки. Возможно, стоило их заскульптить, так как было бы проще получить сразу хороший рельеф и светотень, но я не хотел сбивать ритм работы в фотошопе, и нарисовать мне показалось быстрее.
Текстурировал я их путем накидывания разных фоток каньонов, так как такой тип камней был ближе к моей задумке. Ну а всю светотень и объем, естественно, я рисую вручную. Далее я старательно работаю над воздушной перспективой, так как при таком практически ночном освещении очень легко потерять формы объектов. Дымка как раз поможет выделить силуэт там, где он нам нужен. Ну и акцентный гвоздь программы – это магический бассейн. У меня это не туристическое место, так что туристам рисуем мантии, превращая их в членов таинственного культа. А в работе над цветом применяем все навыки, какие только есть. Местами это рисование просто кистью, местами какими-то гранжевыми, где-то рисовать проще, где-то нужно следовать сложным формам, где-то, как на листьях справа, применяю какие-то особые кисти, а где-то вытягиваю текстуру из исходника и совмещаю с моим рисунком. Дальше я загнал это все в мой градиентный метод, чуть доработал детали и готово. Так прошла первая неделя моего челленджа. Надеюсь, вам было интересно слушать мои рассказы. Пишите, какая работа понравилась вам больше, и вообще пишите разные комментарии, они очень сильно помогают в продвижении видео. А если вам хочется посмотреть на неускоренные полные видео моих работ для челленджа, или вообще заглянуть за кулисы и узнать, как устроены мои PSD-файлы изнутри, подписывайтесь на Boosty или Patreon. Вот эти ребята подписались, и в зависимости от уровня им уже доступны видео или PSD 8 работ из челленджа, а также куча других моих работ. А дальше больше. Спасибо за просмотр и до встречи в следующей части.